Ни для кого не секрет, что эндуро – это в первую очередь функциональная нагрузка, при которой необходимо пополнять свой запас воды в течение 20 минут. И это нормально, потому что если ты этого не делаешь, как минимум ты теряешь свои силы, функциональность и совершаешь ошибки. Но на этом, друзья, наши приключения не заканчиваются. Иногда необходимо взять с собой и теплые вещи, и какие-то запчасти, и инструменты для того, чтобы ваша поездка превратилась в удовольствие. И для этого всего существуют дорогие и дешевые гидросистемы. Почему и на что стоит обращать внимание во время выбора гидросистем? Ребятчики, вы на канале Все в Эндуро. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите. Подбодрите нас лайком. Ну а мы, друзья, начинаем. Ну а перед тем, как начать, хочется рассказать, какие бывают гидросистемы, какие у них размеры и какой, в принципе, от них ждать функционал. Бывают вот такие вот огромные, большие, бывает даже вот с такой защитой, которая, в принципе, подразумевает, что вы можете не носить даже защиту спины. В этот рюкзак можно положить, мне кажется, половинку своего соседа, и они имеют вот всякие дополнительные технологические штуковины, которые мы с вами обязательно разберем. Бывают рюкзачки чуть поменьше, они больше предназначены не для путешествий, как это, а в свою очередь для тренировок или для гонок, куда вы можете выехать. В принципе, сюда все то же самое укладывается, но, конечно же, с меньшими размерами, не так функционально, но больше, так сказать, для того, чтобы дубасить и гонять гонки. И бывают совсем маленькие рюкзачки, специально для тренировочек. Вы выехали, прокатились, сюда можно положить только небольшой набор инструментов, чуть-чуть совсем аптечки и гидратор воды. Все, больше сюда ничего не кладется. И это сделано специально для того, чтобы ваша тренировка там где-то в районе часа была комфортной, а главное безопасной. А бывает, ребята, еще совсем маленькие рюкзачки, вот такие вот. Мы про них тоже сегодня с вами поговорим, которые дают вам точно такую же возможность, кроме инструментов. То есть в него ничего положить нельзя, кроме как налить воды. И чуть не забыл, есть еще и вот такие вот гидросистемы, посмотрите на них. Это не поясная сумка, как многие думают, это настоящая гидросистема. В компании Elite представлена такая система, и в компании Usphere представлена такая система. Вот, посмотрите, как это выглядит. Мы о них тоже сегодня с вами поговорим, поэтому не переживайте, мы постарались максимально охватить рынок. Компании, которые занимаются разработкой гидросистем конкретно для эндуро, их можно пересчитать по пальцам. Хватит, в принципе, даже одной руки. Все эта история пришла к нам из бега и велоспорта MTB. Когда нужно очень долго иметь какие-то цикличные нагрузки, людям необходимо было пить. И вот здесь, собственно, инженеры и маркетологи посмотрели на всю эту историю и приняли решение, что нужно что-то такое разработать, которое даст возможность людям пополнять свой вот водный баланс. Исходя из этого, когда пришло в наше понимание эндуро, к сожалению, компании, которые смогли из спортивной линейки переобуться в эндуро и адаптироваться, как я говорил ранее, их немного. Дьявол кроется в деталях, друзья. Можно купить рюкзак с Алиэкспресс, и он, вероятно, будет не сильно хуже, чем то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Но эргономика, удобство и как он сидит, все это имеет огромное значение, в особенности, когда мы с вами говорим о настоящем спорте. Я и сам думал о том, что рюкзаки с Алиэкспресс – это прекрасное решение для райдера выходного дня. Но как только берешь в руки это произведение искусств, то понимаешь, что мелочи создают комфорт и удобство. Что рюкзаки с Алиэкспресс – это прекрасная подделка большей части рюкзаков, которые у нас сегодня с вами представлены на тесте. Я традиционно сделал опрос в своем инстаграме, что для вас качественный рюкзак для эндуро. И вот что получил в ответ. Вентилированные лямки, карман для телефона на лямке в районе груди, гидросистема на 3 литра, фольгированный отдел для гидратора, крепление с 2 лапками, грудной и поясничный, вентиляционная спина с мягкими подушками, обтекаемая форма, боковой и внешние карманы в районе поясницы для быстрого доступа к мелочевке, внешний карман для мелочевки с мягкой тканью, объем 12 литров с внешними карманами-растяжками, типа сеткой или растяжными карманами, кинуть бутылку с бензином, ветровкой или дождевик. И я предлагаю сейчас с вами начать обзор, а начать обзор я хочу с народного рюкзака, который, наверное, есть у 50% людей, которые сейчас смотрят канал Все в Эндуро. Вот все вот это вот дорогое, красивое мы с вами разберем чуть попозже.
Вот так мы это кладем. А переходим сейчас с вами к рюкзаку из Декатлона. Поехали. Итак, спортсменный рюкзак номер 1 из Декатлона, можно сказать, народный, тот самый олицетворение Алиэкспресса. Да, на Алиэкспрессе есть разные интересные рюкзаки, и, безусловно, они прекрасны. Но все это подделка к профессиональным рюкзакам, который будет у нас сегодня с вами в обзоре. Поэтому это, наверное, самый простой рюкзак, на который мы будем с вами, как-то равняться. Значит, сделан этот рюкзак, в принципе, из водонепроницаемой ткани. С этим рюкзаком я гонял во всякие свои велопутешествия, и меня он полностью устраивал. Значит, имеет вот такой функционал, достаточно большой. К сожалению, у него нет никаких дополнительных экранов для того, чтобы охлаждать воду. У него очень дешевый вот этот гидропак, который, кстати, время от времени вот здесь вот все это часто ломается при первой же ветке. Кстати, вот видите, обратите внимание, я его даже закусил. Так хотелось пить. В свою очередь, лямки, которые держат на груди, вот так вот они соединяются. Что нужно вообще, в принципе, от рюкзака в эндуро? В нем было много всяких карманов. Хотелось бы, чтобы вот здесь вот были дополнительные карманы, для того, чтобы вы могли положить телефон или какой-то быстрый ключик, или даже гель, какой-то маленький перекус, чтобы не снимать рюкзак, потому что во время тренировки это неприятная история. И хотелось бы, чтобы он не прыгал. Здесь ничего этого нет. Он самый простой, самый дешевый. Попав на нем в сильный дождь, кстати, он промокает, в несильный держит. В свою очередь, не очень удобная спина, она вот так вот гнется, посмотрите. И это как бы считается не очень правильно. Ну а самое главное, друзья, это гидросистема, которая через какое-то время выходит из строя. Косяк этих гидросистем в том, что ее достаточно сложно открыть, закрыть. Знаете, вот это вот, типа, вот она вот так залипает, перелипает. И бывает такое, что даже бесит, что вроде как все собрались, а ты еще закрываешь свой гидропак. Влезает в него, значит, 3 литра, 1 литр в гидросистему. Вот здесь уже сломалась молния, посмотрите, вот она. Не закрывается, не открывается. Здесь же есть, парни, дополнительный вот такая штука для того, чтобы повесить фонарик. Рюкзак из Декатлона за копейки. Переходим к более серьезным и мощным его соперникам. Поехали. Второй рюкзак, про который мы сегодня с вами будем разговаривать, это компания Oggi. Она делает для очень уважаемых брендов свои сумки, рюкзаки, напоясные сумки. И вот в данном случае она делает и для КТМ, и для Husqvarna, и для Газгаза. В общем, этот рюкзак прожил со мной с 2013 года. Да, парни, вот так сейчас выглядит этот рюкзак, и он видел очень много всякого страха, путешествий и невыносимой боли. Функционалу, конечно, тогда еще, в 2013 году, это был не самый лучший рюкзак. У него, например, нет дополнительных всяких устройств для того, чтобы положить телефон. У него есть дополнительные ушки, посмотрите. Он тогда считалось, кстати, пока другие бренды не пришли на рынок, что рюкзак должен обвязывать райдера вот здесь вот, для того, чтобы вот этого прыжков не было. Здесь обычные совершенно лямочки, ничего такого нет. И он еще крепится вот так вот здесь вот такой вот защелкой. Молнии, конечно, у него уже со временем все ломается. У него довольно большой отсек, все это уже давно-давно сломано. Он промокает. Вот здесь вот спортсмена была такая резинка, под которой можно было положить дождевичок или канистру или еще что-то. Но, на мой взгляд, она мне только мешалась, и поэтому я ее убрал довольно быстро. Вот здесь вот тоже дополнительный карман, как раз вот для этой резинки. Но молнии, которые используются в этом рюкзаке, парни, они оставляют желать лучшего, потому что закрывается все довольно долго и неприятно. Значит, что касается держания спины, здесь тоже довольно все успешно сделано. Здесь специальная прокладчика, и вот здесь вот сделано так, чтобы вам не давило на спину, хотя я, в принципе, не очень понимаю всю эту технологию. Если вы ездите в защите, то зачем вот это все нужно? Но производители усердно начали это делать с 2010 года и продолжают делать вот эти вот системы, которые как бы намекают нам на то, что можно не ездить в защите.
я бы не стал покупать сейчас брендовые рюкзаки, потому что мы сейчас находимся не в 2013 году, а в 2021. И рюкзаки, которые сейчас есть на рынке, гораздо круче и технологичнее того, что я сейчас держу в руках. Переходим к следующей модели, про которую хочется рассказывать. Ура! Перешли к рюкзачкам компании Hebo. Вот так они выглядят. Посмотрите. Значит, это уже более высокотехнологичные штучки для тренировок. Вы должны это понимать. Это тренировки, гонка. Вот именно такие рюкзачки необходимо использовать в этих условиях. Давайте начнем, наверное, вот с этого, который, кстати, находится у нас на розыгрыше. И на этой неделе мы обязательно подведем итоги. Хорошо то, что у него вот здесь вот есть резинки. Посмотрите. Видите? А на это действительно вроде бы мелочь, но это приятная мелочь. Дело в том, что когда вы оденете этот рюкзак, он не будет под вами прыгать. То есть вы его подзатянете, у него есть вот такое вот крепление. Видите? Это, наверное, одно из самых лучших, которое сейчас, в принципе, представлено систем по креплению рюкзаков. И вот если даже вы будете на нем как-то, он будет там сзади прыгать, вот эти резинки будут постоянно его притягивать и этот момент компенсировать. Это приятно. Специальный экран, который не дает нагреваться в воде, которая находится вот здесь вот внутри. Значит, сама непосредственно гидросистема, мы тоже можем ее с вами оценить. Она, посмотрите, пацаны, она довольно мягкая, у нее довольно вот это вот приятное крепление. Кстати, содрано оно с рюкзака Юсфи, это крепление. Товарищ оператор, приблизьте, пожалуйста, вот к этой системе. Это питьевая система, которая устанавливается в этот рюкзак. Она довольно технологична и удобна. То есть, как альтернатива хорошему качественному рюкзаку, как, так сказать, начало своего пути в крутых всяких рюкзаках, этот рюкзак прям вот точно можно рассмотреть. И я бы даже сказал, что это неплохая альтернатива, как минимум, декатлоновскому рюкзачку. Потому что в него еще влезает все необходимое, что касается инструментов. Здесь даже есть, смотрите, вот такой вот для инструментов набор. Вы можете сюда все уложить. Это круто, согласитесь. Товарищ оператор, можешь ли ты показать, видно ли нам всем? Посмотрите, парни. Значит, плюс дополнительно вы можете его отстегнуть и использовать это место просто под чего-нибудь. Комфортно ездит молния, явно рюкзак сделан из очень плотной ткани, которая не промокает, но молнии сделаны не очень хорошо. Сразу видно, что как только сюда попадет какая-то грязюка или они испачкаются, они перестанут застегиваться. Ну, это понятно и так, что, в общем-то, это нормально. Регулируется этот рюкзак сразу же, моментально. Как только вы его одели, вы его фактически можете отрегулировать так раз, здесь защелочки и вот здесь вот защелки. Это удобно. Очень комфортный, недорогой, ну, в общем-то, достаточно качественный рюкзак от компании Hebo. Давайте перейдем к другому рюкзаку компании Hebo. Он такой, на мой взгляд, менее технологичный, чем тот, но выглядит тоже довольно солидно. Вообще, для меня этот рюкзак как-то, ну, знаете как, шаг назад от компании Hebo, скажем так. Он считается беговым, поэтому можно, в принципе, сразу там много чего простить. Вот эта вот херотень, я не знаю, зачем это сделано, запихивать сюда дополнительно. Слава богу, она снимается, но мы ее снимать не стали. Потом вот эти дополнительные резинки, вот я, честно, никогда не пользовался ими и, наверное, пользоваться не буду. Ну, что туда надо положить и что должно с тобой случиться, чтобы ты начал... Ну, хорошо, ты положишь сюда дождевик, который выпадет на первом же твоем нормальной горе. Значит, здесь есть дополнительные карманчики, товарищ оператор, надеюсь, вы все это показываете. Тоже сюда много чего не положишь, потому что все это промокает. Здесь есть внутренний карман, якобы непромокаемый, но вот сделан он, знаете как, из такой плащевки, а еще вот эта вот молния, в которой еще, вот я даже сейчас без перчаток, довольно сложно мне в него залезть. 20 тысяч молний, они там все вот эти вот, они маленькие, знаете, как на трусах на каких-то, вот посмотрите, они вот такие вот прям совсем никакие. Мне нравится эта история. Здесь используется такая же гидросистема, которую я показывал чуть ранее от Hebo. Кстати, он даже, по-моему, и не закрывается, эта система, поэтому это, наверное, только в хорошую летнюю погоду. В общем,
здесь вентилированные лямки. Многие спортсмены считают, что это хорошо, что это нужно, и производители прислушиваются. Они довольно большие, но вот это крепление тоже, опять же, оставляет много вопросов, и крепление на пояс. То есть вот это, ребята, уже прошлый век, потому что, когда вы используете резиночки, здесь они как бы есть, но все это выглядит, знаете, так вот прям, ну, короче, все это вот какое-то вот такое. Пока ты его оденешь, пока ты его там, ну, как бы, да, защита спины тоже, вот видите, ее нету, он довольно мягкий. В общем, наверное, да, но я бы не стал бы обращать внимание и, по крайней мере, тратить деньги вот на этот рюкзак. Друзья, к экипировке я отношусь с большим суеверием. Вот, например, в этом шлеме Aerochy Aviator, он был мой один из первых в 2013 году. Он мне несколько раз спасал жизнь, когда я только учился ездить на эндуро. Вот в этом шлеме я прожил самые счастливые события, когда я встретил Грэма Джарвиса, а этот шлем мне, кстати, так и не пошел, к сожалению. Не знаю почему, как только его одеваю, сразу начинаю получать какие-то травмы или ломаться. Совсем недавно я начал выбирать себе что-нибудь легенькое, карбоновое, потому что Just One, ну, как-никак, вот посмотрите сами, подразвалился. Подразвалился, да, отслужил целый год, отъездил, отличный шлем, но хочется что-то новенького. И когда я начал смотреть рынок, понял, что ничего особого легкого я найти не могу. Потом обратил внимание на компанию Hebo. Парни, обратите внимание и вы. Это очень качественные шлема по очень хорошей цене. Такой шлем стоит порядка там 32 тысяч рублей. Он карбоновый, легкий. И это круто. Обязательно посмотрите его, если присматриваете себе шлема. Тем более в таком ездит Пол Тарас. А я вам дарю, ребятчики, скидку по промокоду «Все в Эндуро». Оставляю ссылочку внизу на компанию Hebo. Переходим к компании S3. Вот он. С таким рюкзаком ездят многие ребята. Он действительно высокотехнологичный, неплохой. Главное, он недорогой. Если вы ездите, просто тренируетесь или там ненадолго выезжаете в горы, то, мне кажется, это просто прекрасный вариант для того, чтобы попутешествовать и потренироваться. Значит, что в нем хорошего? Во-первых, посмотрите, как сделаны молнии. Молнии прорезиненные, с дополнительной закрывашкой вот такой. То есть даже если вы ее намочите или там еще как-то, в нее не попадет влага. И это приятно. Во-вторых, вот эти вот большие крепления, они дают возможность вам, ну, как-то вот, значит, вот это все закрывать и довольно быстро и эргономично это делать. Здесь есть зачем-то крепление для ключей, а я объясню, кстати, зачем. Вот такая гидросистема. Она, кстати, чуть подешевле, чем гидросистема в Hebo. Вот эта вот верхняя крышечка, которая наливается в воду, она вообще, ну, относительно спорное решение, парни, скажу вам честно. Вот на такую хрень крепится эта гидросистема. Вот это, конечно, прям портит, если честно, впечатление о рюкзаке в принципе. Но здесь уже используется очень хорошая, качественная система лямок. Здесь уже используются вот эти самые резиночки, посмотрите, про которые я с вами разговаривал чуть раньше. Ну а главное, вот это вот центральный замок. То есть вот этот рюкзак, который как бы вот минимально требует настроек, очень быстро все это настраивается. Как только вы его одели, все, чик-чик, но сюда не положишь никакой телефон. Ну, кроме как вот сюда, да. То есть достать телефон сбоку и что-то снять не получится с этим рюкзаком, к сожалению. Вообще, быстренько вам расскажу, это беговой рюкзак. Да, это рюкзак как бы не для эндуро, это беговой рюкзак, и здесь, в принципе, об этом как бы и написано. Компания S3, она занимается, ну, к счастью или к сожалению, не только дополнительным тюнингом и эндуро, но еще и всякими дополнительными для спортсменов вещами. Вот это вот, здесь никакого экрана нет, то есть вода будет нагреваться от вашего тела, и это не очень хорошо. Вот эта вот мягкая довольно штука, которую надо одевать просто на голое тело или там, когда вы идете в горы, в какой-нибудь трекинг. Поэтому многие парни ездят с этим рюкзаком, я знаю, многие его купили, в принципе, счастливы и довольны, но это не вышка как бы технологического процесса. Вы здесь тоже видите, все это крепление тоже есть, который, наверное,
ну, такой среднячок. Среднячок, хороший, качественный рюкзак. Он не промокает и, в принципе, сделан качественно. Переходим к школьному рюкзаку от компании S3. Когда нам прислали этот рюкзак на тест, честно, я подумал, что назад вернулся в школу. Вот так это выглядит, посмотрите. Значит, это очень странный, типа рюкзак для путешествий или для того, чтобы ходить в школу. Ну, парни, это факт. У него довольно большой гидратор на 3 литра. Вот тоже опять вот с этой вот крутилкой, которой довольно сложно наливать водичку в нее, потому что до краев вы не нальете. Вот такой для карандашей всяких системы креплений, товарищ оператор, показывайте. Значит, сюда можно положить ключики. Здесь у вас вставляется гидросистема, вот так это выглядит. Во втором отсеке здесь, что я вам должен сказать, что здесь вот такая вот зачем-то штука, которая пристегивается. И, видимо, она там для ключей или каких-то ценных вещей. Это в отсеке для ремонта, потому что вот здесь вот эти вот моли есть, разъемы, куда вы вставляете все, что угодно, от отвертки до этого самого. А вот эта вот штука, которая дает возможность вам, ну не знаю, там подвязать что-то дополнительное, типа куртки, пледа, банки с мороженым или с бензином. Значит, купил бы я себе такой? Нет, точно. Потому что это, во-первых, он страшный, а во-вторых, он странный. У него точно такая же система крепления, как и в предыдущем варианте. Больше сказать, наверное, о нем особо нечего. Я ни разу не видел, чтобы люди в нем ездили, а если ездят, то выглядит как минимум странно. Переходим к следующим рюкзакам. Компания Klim. Компания, которая зарекомендовала себя в первую очередь как снегоходная и много делает для этого. Сейчас, ну как сейчас, может быть, года 3 назад вышла на рынок эндуро. И представила свое, в общем-то, видение рюкзака, и я вам должен сказать, что это очень качественная продукция. Видимо, накопленный опыт с таких экстремальных видов спорта, как снегоходы, дал о себе знать. Значит, первое, что мне нравится в этом рюкзаке, это разные ткани. Вот здесь вот ткань, точнее вот эта вот спина, она сделана как бы, знаете, она принимает форму вашей спины. Это круто. Это прям вот, знаете, берешь эту вещь и понимаешь, что это вот продумано до мелочей каждая деталь. Даже вот эта вот ручка, она сделана, товарищ оператор, показывай, знаешь, из такой прорезиненной какой-то смолы. Вот ткань взяли и залили смолой. Это прям тоже круто. Внутри, парни, сказать, что это высокотехнологичный рюкзак, ну, язык особо не поворачивается. Да, в нем есть вот такие несколько отсеков, вот такая очень странная система для гидраторов крепления, но я вам должен сказать, что вот много всяких там дополнительных штучек-дрючек, вот сюда можно положить что-то, но сказать, что это вот прям эндурный рюкзак, ну, наверное, нет. Вот здесь крепятся, видимо, дополнительные какие-то, можно закрепить дополнительные какие-то вещи, они убираются вот так вот сюда, это, конечно, круто. Пашка ездит, кстати, с таким рюкзаком, и он доволен. Значит, а доволен, вероятно, вот почему. Смотрите, парни, здесь вот есть вот такие вот довольно широкие лямки, они мягкие, посмотрите, видите, вот прям ты их трогаешь, они прям мягенькие. Это вот прям приятно по телу, ты их прижимаешь и все. Но, ребята, не так тут все и хорошо. Резиночек нет, в свою очередь на вашем теле то, что он будет прыгать, это большая вероятность. Вот это вот старое очень крепление, вот эта подтяжка, сейчас уже, конечно, таких не используется, вы должны это понимать. И карманчиков здесь тоже нету. Поэтому сказать, что стоит обращать внимание на этот рюкзак Klim, ну, я бы, наверное, так не сказал. Есть в Климе более крутые рюкзаки с дополнительными карманами, все-все-все, но они скорее больше для путешествий. Но для эндуро не очень. Переходим к следующим рюкзакам. Тоже, кстати, компания, которая имеет французские корни. Я вам должен сказать, что это компания Scott.
Они представлены в России, у Сергея Миндина, у XSR Moto. Парням большое спасибо за то, что предоставили. Вот так вот красиво открывается рюкзак, и здесь все очень-очень качественно. Вот, кстати, помните о гидраторах, которые я говорил, что они очень мягкие, приятные на ощупь? Очень действительно это так. Очень мягенький вот этот гидратор. И это прям круто, а главное, доступ к этому гидратору есть. Вы можете прям раз положил и застегнул, чтобы вот это вот пиханием не было. Значит, дополнительный отсек в этом скоте, пожалуйста. Вообще, знаете, все, что делает Скотт, это всегда очень круто. Они не делают плохо, скажем так. Это относительно недорогой рюкзак. Стоит он что-то там в районе 4-5 тысяч рублей. Но у него, посмотрите, вот на это вот все. Очень крутое, вот ничего не сгибается, он имеет анатомическую форму спины, видите? И когда вы одеваете этот рюкзак, вы готовы простить ему абсолютно все, вот из-за этих подушечек. Что касается вот этой вот системы, которая, то есть вот здесь вот все это по-старому нужно подпоясаться, а вот здесь вот пристегнуться, это не очень хорошо, как я уже говорил, а это значит, что в эндуро это будет прыгать. Скорее, это рюкзак тоже относится больше к снегоходной части, но я вам должен сказать, что вижу ребят, которые ездят с такими рюкзаками. Переходим к серьезным рюкзакам, которые дадут нам возможность абсолютно точно переосознать, что гидраторы – это произведение искусства. Поехали! Когда мы были на Романьяке, кстати, если вы не смотрели серию, обязательно посмотрите, ссылочку оставляю наверху, мы вдруг увидели совершенно случайно рюкзаки компании Юсфи. Рюкзаки, с которыми ездят все профессиональные гонщики. Еще тогда мы обратили на них внимание и подумали, что это такое, потому что в России, ну, вроде как их не особо они представлены. Парни из компании Юсфи, которые находятся в Владивостоке, прислали нам на тест вот эти вот прекрасные, крутейшие рюкзаки, про которые мы с вами хотим рассказать. Это сразу я вам хочу сказать, что это выбор редакции Всевандора, потому что, ну, это вот прям настоящий технологический прорыв, что касается гидраторов. И это круто. Давайте я вам расскажу, почему. Итак, мы возьмем первый с вами рюкзак. Это рюкзак совсем небольшой. Компания Юсфи считает, что это рюкзак для тренировок. Значит, называется он Row 3. Даже, знаете, не знаю, с чего начать. Ну, давайте, наверное, начнем вот с этого отделения, которое первое, что мы с вами видим. Значит, когда мы с вами открываем этот рюкзак, мы видим, что, во-первых, здесь имеется возможность подписать, кто вы такой. Здесь можно положить, здесь тоже также, вот видите, моли, то есть вставляются вот сюда вот все необходимые инструменты. Вот сюда вот вставляется аптечка, по мнению компании Юсфи, и вот так закрывается. Естественно, все это является водонепроницаемым. Самое крутое, парни, это все можно отстегнуть, если вдруг вам это по какой-то причине перестало быть нужным. И остается совсем небольшой рюкзак. То есть, понимаете, да, все продумано до мелочей. Достаем гидросистему, парни. Значит, чтобы вы понимали, что компания Юсфи в принципе делает гидросистемы, Camel-паки вот эти вот, и именно она делала системы для компании Elite одно время. Смотрите, как это все идеально застегивается, понимаете? Это вот продуманность до мелочей. Да, можно, конечно, альтернативно сравнивать всю эту историю. Да, я поезжу с рюкзачком за 1000 рублей с Алиэкспресс. Но, парни, когда вы занимаетесь спортом и тренируетесь, и уделяете этому времени, детали начинают иметь значение. Значит, все это запихивается вот так вот. Ну, тут есть более там крутой карман, понятное дело. Вот так вот выглядит у него достаточно мощный и очень такой вот он гнучий, но не переламывающийся провод. Давайте к молниям. Значит, молнии, пацаны, точно так же очень четко сделаны. Я не знаю, там покажет ли наш оператор или нет.
они как бы даже не прорезинены, они вот сделаны из какого-то такого материала, который, во-первых, они прям идеально открывающиеся, закрывающие. Ну а главное, парни, они водонепроницаемые, мы это проверили. Вот через вот эту вот систему все это выходит. Давайте перейдем к спине. Посмотрите, маленький рюкзачок для тренировок. Вы должны это понимать, помните, держите все в голове. Смотрите, как сделана вот эта вот спинка. Вы понимаете? Даже здесь все это продумано. Сеточка для того, чтобы вы не потели. Вот эта вот часть для того, чтобы вам нигде не давило. И даже вот здесь вот она как бы подзакрывает ваше пухлое эндуро тело, для того, чтобы вам было удобно и комфортно ездить. Значит, обратите внимание вот на эту надпись, которая присутствует почти на всех рюкзаках. Здесь написано, что этот рюкзак не танцует как обезьяна. И это правда так. Когда вы одеваете этот рюкзак с помощью вот этой прекрасной защелки, просто посмотрите на технологичность этой защелки. Понимаете, да, что вот я именно про это говорю, что все остальное как-то выглядит не очень по сравнению с этим. Он становится... Здесь резинки, вот они стоят, видите? Мало того, эти резинки имеют два дополнительных размера. То есть вы можете, если вы тощий, вот так вот это все дело высунуть и вставить на размер меньше. Тогда у вас, не будет никаких проблем. Если вы более крупный, как я, то вы вот так вот все это застегиваете. Регулируются застежки моментально в процессе его, как только вы одели. То есть это очень удобно, потому что если вам что-то тянет, вы раз подтянули. Вот видите, как раз то самая надпись, что здесь есть два размера. Но на этом сюрпризы от компании USWE не заканчиваются. Вы вроде бы скажете: слушай, ты только что говорил, что должно быть крепление для телефона, еще там для чего. И они это действительно сделали. То они выпустили вот такую вот штуковину, которая дает вам возможность очень крепко и надежно закрепить в любом месте рюкзака либо право крепление для телефона. Парни, эта штука мной испытана лично, и она очень круто работает. Значит, рассказываю. Дело в том, что, во-первых, довольно большой чехол. Во-вторых, он очень мягкий и очень приятно сделан. То есть то, что если вы вдруг случайно упадете на это место, с ним ничего не случится, потому что оно имеет еще вот такое вот динамическое хождение. То есть если вдруг раз, оно уйдет сюда или сюда. Здесь есть дополнительный карман, что тоже очень важно, потому что парни явно задумывались об этом, и сюда можно что-то подпихнуть. Поэтому у вас получается, вы можете раз и в любой момент достать телефон и снять что-нибудь интересненькое. А вот, например, для нас это прям настоящая находка. Но на этом сюрпризы от компании USWE не заканчиваются. Я вам сейчас покажу еще одну штуку, которая делает этот рюкзак еще лучше. Телефон присоединили, теперь давайте присоединим с вами специальную такую вот штуковину, которая даст нам возможность на другую лямку. Вот так это выглядит, смотрите. Круто! А вот сюда вы просто вставляете гели, которые вы можете использовать во время своего какого-то очень быстрого гонки или путешествия. То есть больше на руль вот эта вот штука не вешается, не приматывается. Достаточно одеть вот это вот дополнительный тюнинг компании USWE и все. Вот это парни действительно подумали, согласитесь. Значит, вот вроде бы маленький размер, но все, что нужно, здесь есть, парни. Это действительно высокотехнологичная штуковина, которая, не то, что в руках приятно держать. Ты просто понимаешь, что это уровень, прям это топ. Мало того, друзья, компания USWE, она изначально пришла к нам с беговых историй, поэтому и отнеслись они к этому достаточно серьезно. За что им огромное спасибо. И давайте дальше разберем модельный ряд компании USWE. Фактически точно такой же рюкзак, по крайней мере, технологическими решениями на лямках, он выглядит так же. Здесь абсолютно то же самое. Вот это вот уникальные жгуты стоят здесь. Вот здесь вот эта вот супер липучка, которая не дает вообще возможности и шанса никак оторваться. Здесь сделано немножко попроще, но очень много профессиональных спортсменов выбирает именно этот рюкзак. Объясню почему. Потому что здесь есть довольно большой отсек для инструментов и аптечки. Посмотрите. Вот здесь вот такой вот маленький потайной вариант.
Мы с вами открываем настоящий монстр. Здесь он 3 литра. Ну и здесь дополнительный отсек. Значит, когда я взял в руки вот этот рюкзак, для меня было первое, это ткань. То есть она такая, знаете, это такая прям плащевка. Плащевка непромокаемая, и все здесь сделано, конечно, очень грамотно. Фактически это точно такой же рюкзак, как и этот, но я бы выбрал бы этот, честно. Потому что все инструменты, все, что вам нужно, вы можете положить здесь. Но если вы, конечно, вам нужно положить дождевик, обед или еще что-то, то все-таки, наверное, этот. Ну и рюкзак для путешествий от компании Юсви. Кстати, в нем сейчас гоняют очень многие наши звезды. Ну как наши? Звезды, которые сейчас гоняют на Испании, ездят вот с такими рюкзаками. Это рюкзак, я считаю, уже такой, знаете, для того, чтобы ехать далеко надолго, например, в какую-нибудь там Румынию. И если вдруг с вами что-то произойдет не очень хорошее, в этом рюкзаке все это будет. Давайте разберем. У него есть дополнительное крепление, вот такие вот, для того, чтобы вы сюда что-то повесили или положили. Значит, здесь у нас с вами первый отсек. Это вот такая вот довольно большая аптечка, в которую вы можете положить, мне кажется, просто все, что угодно, от шприцов до, не знаю, еще что-то, не дай бог. Здесь же есть дополнительный отсек, очень крутой для инструментов. Посмотрите, парни, это прям закрывающийся, видите? Здесь просто сеточка, здесь моли для инструментов. Ну и, конечно же, здесь огромнейший отсек для гидросистемы. Сейчас мы вам откроем ее. Вот так это выглядит. Значит, тоже здесь гидросистема на 3 литра. Она лежит вот в такой вот тоже плащевочке. И вот здесь вот дополнительные, видите, вот такие вот отсеки для всего, все что угодно. Значит, в этом рюкзаке уже тоже точно так же стоит вот это вот дополнительные какие-то вот подушечки для того, чтобы вам ничего не натирало. Здесь такое же крутое крепление самого рюкзака. Есть 2 варианта, куда вы повесите гидросистему. В общем, рюкзак для путешествий, для того, чтобы можно было взять что-нибудь интересное и далеко. Плюс компания Юсви вот такая вот штука есть. Это штука, которая крепится к вам на шлем. И вы могли пить и подключать систему, и она прям вставлена в шлем. И это тоже очень хорошая штука, которая дает вам возможность не отвлекаться, например, на поилку во время гонки. То есть все это идет в комплекте за дополнительные деньги к рюкзакам. Да, они недешево стоят, но, парни, это действительно того стоит. Если говорить о том, что какой бы рюкзак выбрал я, то, конечно же, компания Юсви. Ну, это прям топ. Сейчас переходим к рюкзакам, на которых мы ездили до того, как в нашу жизнь вошла компания Юсви. Давайте вместе. Опять забыл про этого малыша. Вы уж меня простите, парни. Вот такой вот еще есть гидросистема, тоже от компании Юсви. Ну, это прям фантастика какая-то, но она есть, и она действительно работает. Мы ее испытали, это крутая штука. Это в последнее время такой тренд, у компании Elite тоже есть поясная гидросистема. Как это работает? Значит, вот в один из отсеков вот такой вот небольшой гидратор, буквально на вашу тренировку, буквально на 1 литр. Вы его, собственно, вот так вот все это разматываете, наливаете водички, вставляете, и вам, что самое крутое, на вашу спину ничего не давит. Вот так вставляется, собственно, вся эта штука. Вот сюда мы наливаем воду, сюда с вами укладываем водичку. Да, вот так. Очень удобная, я не знаю, сейчас покажем. Очень удобная штука. Можно ее повесить вперед-назад, куда угодно, потому что не тянет вашу спину. Здесь в ней же есть еще дополнительный отсек для, например, того же телефона или каких-то запчастей. И больше, в принципе, ничего нет. Ничего лишнего, чтобы вам не мешало. Тоже это от компании Юсви, очень качественно. Внутри вот так вот сделано, для того, чтобы вам было удобно, ничего не тянуло. Очень качественный материал. Кстати, вот еще вот здесь вот есть дополнительные вот такие кармашки. Прикольная штука. Вы сюда можете что-то уложить, что вот так вот закрывается и никогда не вылетит само по себе. С этой стороны это тоже есть. Вот, посмотрите. Оп.
Ну, теперь уж точно, парни, переходим к системам, которые мы ездили раньше до компании USWE One Love. Идем дальше. Ребята, 20% скидка по промокоду Всевендуро во всей сети Bikeland. Например, берем вот эту защиту. Одна из самых лучших, кстати, друзья. Она стоит 24 тысячи рублей. Заходим к ним на их сайт, вводим промокод Всевендуро и получаем скидку 20%, покупаем ее там в районе 20 тысяч рублей. Alpenstar, Shoya, в общем, это не экипировка, это произведение искусств, вы сами это знаете, это лучшие абсолютно бренды, представлены в магазине, поэтому заходим, абсолютно неважно, в каком вы городе живете, будь то это Москва или еще где-то, если есть Bikeland, то вы абсолютно точно получаете 20% скидку на все. А еще, друзья, в Formula X можно купить Husqvarna. Прийти в магазин Bikeland, подобрать себе мотоцикл, заказать или купить в наличии. И это круто! Ну, коли речь зашла про маленькие альтернативные рюкзачки, которые, ну, редко встречаешь в реальной жизни и на треке, хочу вам показать еще вот такой вот рюкзак от компании Elite. Вроде бы ерунда, да? Но не ерунда. Значит, вот такой технологический у ней, ребята, замочек. Не знаю, товарищ оператор видит или нет. Вот так он открывается. И вы сейчас спросите, а куда, собственно, он лепится? А лепится он, парни, на вашу защиту шеи. Вообще компания Elite, она, конечно, молодец в этом смысле. Она очень технологичная, и тоже, как компания USWE, является, наверное, одним из самых технологичных рюкзаков, представленных на рынке. Вот здесь вот такая вот пленка для того, чтобы не нагревалась, вся внутри вот эта вот история. Вот здесь вот, собственно, вот сюда вставляется гидросистема, которая имеет тоже, по-моему, 750 мл объем. Сейчас я вам скажу. Значит, да, 750 мл, вот так это выглядит, но Elite принципиально, почему-то, я не знаю, не делает нормальных камел-паков, вот этих вот гидросистем. Почему? Объясню. Значит, они почему-то считают, что нужно вот использовать вот эту вот хренотень, которая вставляется сначала в дырочку. Товарищ оператор, посмотри сюда. Вот, короче, ты пока вот это все проденешь и оденешь, ты прям сойдешь с ума. Это сейчас у меня получилось, потому что рука уже набита, а мало того, она еще новая. Кто ездит в защите и на тренировку, очень рекомендую. Знаю, что кроссмены используют вот эту штуку просто на свои заезды, очень удобная вещь. Теперь переходим непосредственно к рюкзаку, который прожил со мной где-то месяцев 6. Вот он, смотрите, этого красавца. Это очень крутой рюкзак, очень технологичный, но, на мой взгляд, по сравнению с USWE немножечко отстал. Отстал чем? Вот этим вот креплением. Нету вот этих резинок приятных. Вот эта вот штука, которая крепится вот здесь вот, не очень удобно, сразу вам хочу сказать, хотя многие считают, что это типа супер крепление. Ребята, нет. По практике вот эта вот история не очень удобна. Значит, здесь из удобного вот эти карманчики, кстати, в которые не все влезают телефоны, к сожалению. Например, у меня iPhone не тот, который самый большой, и он сюда влезает только без чехла. Неприятная история. Вот этот карманчик, обычно мы здесь возим каких-то там батончики или еще что-то, ну, да, прикольно, но все равно как бы это не то. Еще здесь есть вот такая вот штука. Вот, кстати, мой батончик, этот гель лежит. Это свисток, если вдруг что, можно подать сигнал. Вообще они, конечно, молодцы, они там много продумано. Вот здесь вот есть место под наушники, то есть чисто теоретически вы можете балдеть под музон. Ну а главное, парни, вот здесь есть вот такая вот система защиты, которая дает вам возможность ездить без защиты спины. Смотрите. Это как раз запатентованная технология компании Elite. Вы сами знаете, что они вышли на рынок с 3DF. Это специальная система пластиковых защит, которые при вот таком ударе не пропускает. Вот здесь даже какие-то показатели есть. Давайте перейдем к внутрянке. Внутрянка тоже очень высокотехнологична. Обратите внимание, что здесь есть вот такая вот штука, которая помогает не нагреваться и сохранять холодную водичку. Это очень приятно. Но сам Camel Pack
в ней не очень, скажу вам честно. Вот такая вот идет вот сумочка дополнительная для всяких интересных вещей. Честно я вам скажу, что как только получил этот рюкзак от компании Elite, сразу же ее выкинул. Она, ну, как-то я считаю, что она не самая удобная, не самая нужная. Но вот она с двух сторон. Пожалуйста, можете сюда наложить всего-всего и положить вот сюда. Ну, как только сюда ложится гидросистема, сюда положить что-то дополнительно довольно сложно. Вот, кстати, для нее здесь есть даже вот такой вот замочек, который вы просто типа вешаете и все. Значит, то ли я неаккуратно как-то всему к этому отношусь, то ли еще что-то, но для меня, если честно, все это довольно сложно и странно. Не хватает объема этого рюкзака. Значит, есть второй вариант, вот еще дополнительно. Здесь вот я обычно вожу инструменты как раз. Ну, а теперь давайте про сам рюкзак, как он выполнен. Он очень качественно выполнен. Он сделан из какого-то, знаете, такого материала, как клеенка. Поэтому, конечно, здесь ничего не промокает, но потеет. Вы должны это понимать, что когда вы приезжаете после того, как покатались, его нужно расстегивать, иначе внутри будет полный капздец. Хотя вот здесь вот есть система типа для того, чтобы она дышала. Вот, я не знаю, там, товарищ оператор, покажите на зуме максимально. Значит, сама система вот этого застежек, она для меня, ну, не самая лучшая, потому что он постоянно на тебе прыгает, этот рюкзачок. Здесь есть еще система, которой можно закрепить дополнительный шлем. Я не знаю, зачем это делает компания Elite и зачем это нам, но вот шлем ты типа можешь сюда закрепить. Нахрена? Не знаю. Значит, здесь можно еще возить дополнительные всякие штуки. Вот, пожалуйста, пристегнул вот это вот крепление. В общем-то, в принципе, я вам рекомендую рассмотреть этот рюкзак, если вы себе смотрите. Я существовал с ним. Здесь, кстати, видите, сразу вот это вот крепление. И вот эти вот штуки для геля, ну типа, и не надо ничего дополнительно докупать, как, например, в Юсфе. И они, вот эти вот лямки, они сеточкой сделаны, чтобы вам было комфортно себя в жару чувствовать. Можете рассмотреть этот рюкзак как альтернатива рюкзакам Юсфе. Ссылочку, конечно же, как и на все бренды, я оставляю внизу, где по промокоду можно приобрести подобные рюкзаки. Но я бы взял бы Юсфе. Давайте к следующему рюкзаку от компании Elite. Вот этот монстр, я называю эти рюкзаки рюкзак для школы, ну, потому что других вариантов нет. В нем точно так же есть, смотрите, вот эта вот система защит, но только еще дополнительные лямочки для того, чтобы вам было комфортно, удобно. Он очень крутой, очень большой, здесь много чего есть. Просто только посмотрите вот на эти вот всякие вот штуки, которые находятся на рамке. Но телефон, как ни странно, положить, собственно, некуда. И в этом весь Elite. Если там были карманчики, то здесь нет. Они предпочли вот сюда вот на застежку вставить свисток, если вдруг кипиш. Но как бы телефон куда положить? Вот фотоаппарат можете прилепить, камеру GoPro, они считают, что это их ноу-хау. Ну, такое себе. Здесь тоже используется вот такая же система крепления, как и... Видите, как вы смотрите, монстр просто настоящий. Как и во всех лидах, никаких резинок здесь нету, что является для меня, например, не очень хорошей вещью. Но давайте посмотрим, что у него внутри. А внутри в нем действительно очень много всего. Видите, можете кидать на землю. С ним, правда, можно далеко и надолго уехать в какое-нибудь путешествие. Он даже чем-то мне напоминает штурмовой рюкзак, потому что даже сюда можно что-то засунуть, и это круто. Парни явно работали и много потратили на это времени. Посмотрите, значит, как он выглядит внутри. Здесь есть вот такие вот прям супер какие-то невероятные защиты, которые можно положить сюда деньги, паспорт, и ничего с ним не будет. Огромное количество всяких вариантов для того, чтобы все это уложить. Ваши вещи, ну, например, поехали куда-то далеко на эндуромотике путешествовать, пожалуйста, можете покупать. Вот здесь для очков место, очень прикольно, кстати, сделано. Вообще, я вам должен сказать, конечно, тех, кто вот любит много с собой чего возить, тот, пожалуйста, вот прям за этим рюкзаком. Вот сюда, вот видите, тоже, опять же, это прям вообще вот из клеенки сделано, с двух сторон. Здесь можно всего там, деньги, паспорт, еще деньги, если у вас много денег. Сюда вот, пожалуйста. И гидросистема. А гидросистема, парни, всего на 2 литра. Ну, знаете как, в этом рюкзаке
она и не подразумевает, что она должна быть там 20 литров. Вот еще дополнительно, смотрите, здесь отсек. Здесь можно что-то... Смотрите, пацаны, здесь вообще, может, какие-то резинки стоят. Холодильник можно... Короче, если серьезно, то именно сюда вот устанавливается гидросистема. Вот так вот она вставляется, и все. Значит, рюкзак очень крутой, очень технологичный. Вот эта вот ткань, она, конечно, не такая непромокаемая, как была в предыдущем рюкзаке, но тоже она очень держит большой столб воды. Я вам должен сказать, что все очень здесь круто. Молнии работают, но они, кстати, посмотрите, как сделаны. Тоже, даже здесь они прорезинены. Большой, мощный, солидный рюкзак. Вот здесь вот еще места дополнительно под конфеты и орехи, пожалуйста. Вот они. В общем, рюкзак, на который стоит обратить внимание. И он, кстати, по скидочке, по промокоду «Все в Эндуро». Переходим к следующему. Еще разочек, посмотрите, какой он технологичный. Ну и крайний наш рюкзачок, который прислали нам на тесты. Это тоже от компании Elite. Посмотрите на этот рюкзак. Он для меня является довольно странным, альтернативным рюкзаком, потому что, ну, вот как бы, смотрите, как это все выглядит. Он не такой классный и крутой, как вот, например, был у нас. Хотя в нем тоже много чего есть. В принципе, он аналог как бы того самого. Здесь тоже есть вот эта вот защита. Но здесь нет карманчиков для телефонов. И все. Больше, по сути, о нем что-то такого хорошего сказать, наверное, не стоит. Если выбирать между вот этим и вот этим рюкзаком, то все-таки, наверное, этот бы я предпочел бы немножко больше. Потому что это такой, ну, как бы типа тренировочный, но я бы не сказал, что это прям супер. Этот точно лучше. Ребяточки, на все рюкзаки, которые были представлены у нас в обзоре, мы даем вам скидку по промокоду «Все в Эндуро». То видео, которое мы сейчас с вами посмотрели, оно довольно спорное, потому что здесь каждый может иметь свое мнение. Наверняка каждый из вас выберет свой рюкзак, так или иначе, по кошельку. Потому что в первую очередь, ну, непрофессиональные спортсмены и люди, которые не так сильно увлечены эндуро, смотрят на эти рюкзаки больше со стороны кошелька. Как только вы начинаете расти в своем уровне, вы понимаете, что детали имеют, собственно, высокое значение, и поэтому необходимо покупать действительно качественную вещь, которая будет продумана до мелочей. Например, такие как Elite или Юсви. Я очень рекомендую вам, друзья, хотя бы посмотреть в руках, покрутить эти крутейшие рюкзаки, которые дадут вам возможность полностью переосмыслить, что рюкзак может иметь, ну, высокие технологии. Например, это как китайские мотоциклы и австрийские. Вроде бы тоже на двух колесах и тоже, в принципе, можно ездить, но в деталях кроется вся правда. Поэтому вам еще раз огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Катайте эндуро. Подписывайтесь на канал «Все в Эндуро», если вдруг не подписаны. И хорошего всем настроения. Увидимся в путешествии.